Как вы знаете, очень скоро при единогласном одобрении всех парламентских партий в России проведут пенсионную реформу. По сути, это просто повышение налога. Все мы платим довольно большие взносы в пенсионный фонд, и государство просто в очередной раз решило запустить туда руку. Есть, конечно, мнение, что это правильно, что жить мы стали дольше и веселее, а значит, государству все сложнее нести бремя пенсионных выплат россиянам, которые вдруг решили пожить подольше. Даже если вы помните у Алексея Анатольевича, когда Навального, да, когда они делали там партию, там в программе тоже был пункт о повышении пенсионного возраста, ну и в принципе об этом говорят многие эксперты, это необходимо. И я начинаю думать, а может быть это действительно правильно, может быть это действительно всем нам пойдет на благо. Но здесь я сразу же вспоминаю, что меня, как и всех вас, не пригласили обсуждать эти прекрасные реформы. В Государственной Думе сегодня нет ни одного независимого депутата, который мог бы от вашего лица задать вопросы, внести какие-то поправки, замечания. Сегодня все 450 депутатов, они полностью контролируются Кремлем. Не обращайте внимания, что там есть какие-то оппозиционные партии, ну, как «Справедливая Россия». Я сейчас прямо, когда мне говорят, что в Думе у нас есть оппозиция, я вспоминаю, как «Справедливая Россия» на выборах президента сказали: вы знаете, у нас такой хороший президент, что мы, как оппозиционная партия, будем поддерживать на выборах президента Владимира Владимировича Путина. И даже отказались участвовать. Все остальные партии, я думаю, вы примерно понимаете. Возможно, за нас, простых обывателей, вступятся СМИ, четвертая власть. Может быть, журналисты создадут площадку для дискуссии на тему повышения пенсионного возраста. Может быть, в эфирах, в федеральных каналах, на радиостанциях и в газетах начнут уже наконец обсуждать не Украину, США и гей-парады, а начнут обсуждать наши пенсии. Но я поклацал специально перед тем, как записывать ролик пультом. Нет, на федеральных СМИ уже все давно закатано в асфальт. Ничего вечного и доброго через асфальт не прорастает. И поэтому болванчики с экрана уже рассказывают, как мягко, нежно нас всех с вами будут иметь. Поэтому нам нужно просто расслабиться и получать удовольствие. В четверг правительство России одобрило законопроект по пенсионной реформе в стране. Предлагаемое решение оказалось на удивление мягким, и я бы даже сказал нежно, но очень и очень плавно. Может быть, у нас есть возможность собрать митинг и через митинг, ну, как это положено, да, донести свои мысли, свои идеи, свой протест до властей, чтобы наш голос был услышан. Были поданы заявки на митинги. Как вы знаете, ни один серьезный митинг не был согласован. В некоторых провинциальных городах митинги прошли, они собрали много людей, все было круто, но вот в Москве там или Питере проводить митинг нельзя, потому что у нас чемпионат, потом еще что-то. Ну, какой митинг, какая пенсионная реформа? У нас праздник, ребята. О чем вы? Не положено, не разрешили. И в этом месте хочется пойти наконец в суд и в суде уже добиться справедливости. Но сразу вспоминаю, что, оказывается, независимых судов у нас нету, и все прекрасно понимают, что бесполезно судиться с государством. Я бы очень хотел, чтобы у меня была возможность решать, куда пойдут мои деньги. Я бы хотел решать, чтобы деньги шли, например, может быть, да, вместо войны с Украиной и вместо операции в Сирии, чтобы эти деньги шли на благоустройство городов. Я бы очень хотел, чтобы в 2018 году люди как минимум имели собственные клозеты у себя в домах и не бегали в мороз на улицу. Я бы очень хотел, чтобы в Мурманске было чисто, там не было мусора, чтобы в Архангельске не было гнилых домов. Там вообще кошмар, как люди там живут. Я бы хотел, чтобы в Якутии наконец построили мост через Лену, и чтобы люди прекратили мучиться и драться на этих паромных переправах. Я бы хотел, чтобы наши люди в нашей огромной, богатой стране, чтобы они жили достойно. Но меня, к сожалению, не спрашивают, и вас не спрашивают, и на сегодняшний момент нету рычагов легально влиять на ситуацию. Поэтому любые реформы, связанные с повышением налогов, сегодня я воспринимаю однозначно негативно. Мои ваши деньги потратят в очередной раз на укрепление стабильности вертикали власти. Нужна ли мне такая стабильность? Мне нет.